Что сейчас происходит важного в вашей семье? Опять женщина выпадает. Вы смотрите, в семье, особенно у женщины, есть две женщины. Может быть такое. И на вашу семью прямо сейчас, и на судьбу вашей семьи влияет все-таки женщина. Поэтому я изначально предполагал, что здесь мужская родовая программа, но женская родовая программа здесь более ярко выражена. Но мужчина в том числе может влиять на вас и на то, что в вашей семье происходит. Поэтому так. Максимальное влияние на вашу семью сейчас оказывает женщина, и особенно если их две. Всем привет, друзья! С вами на связи таролог Алехандро. Мира вам и вашему миру. И сегодня я предлагаю вашему вниманию общий расклад Таро, который мы проведем с вами в цыганском стиле. Называется «Что было, что есть, что будет, что приходит, что уходит, чем сердце успокоится». Настройтесь на себя, на свою ситуацию и постарайтесь, чтобы вас никто не отвлекал. Посмотрим, кто пришел на расклад. А на расклад пришел человек с нелегкой судьбой. И сейчас, скорее всего, вы находитесь в такой ситуации, что испытываете испытания, да, то есть какие-то тяготы, лишения. И, может быть, проходите какие-то духовные уроки, развязываете какие-то сложные жизненные задачи, кармические узлы, так называемые. Да? Иногда еще можно эту карту сказать, что как будто бы вы вынуждены закрыть гештальт какой-то, да, но вам этот гештальт закрыть не удается. Тобто є у вас якийсь пунктик, да, як кажуть, какой-то что-то, моментик какой-то незакрытый есть. И от чего-то вы хотите уйти, как будто бы, да, вот эта карта, она у вас отправная, вы как будто хотите от нее уйти, но она вас догоняет. Есть у вас крест на судьбе, как говорится, да. Да, и длится это достаточно долго. Да, вы не теряете надежды на то, что вы пройдете это испытание. И где-то, может быть, это испытание вас как бы на что-то и вдохновляет, да, и действительно вы проходите, может быть, какой-то духовный урок, да, вот все-таки, да, то есть или какую-то, может быть, пользу и извлекаете из этой сложной крестообразной ситуации, да, из этого креста вы как будто бы какую-то пользу извлекаете. Давайте ближе еще одну карту положим. Смотрите, вы сейчас, на перекрестке находитесь, да, центральная карта из 5, но у вас и крест, да, то есть у вас стоит судьбоносный выбор, по сути. И тут такой перекресток у вас интересный по этой карте, да. Можно пойти как будто, вроде бы как и прямо можно пойти. Можно свернуть налево, можно свернуть направо. Но, да, то есть можно и прямо пойти, да, и есть какая-то как будто бы перспектива. Вы видите, что прямо есть перспектива. Но вот этот вот крест, это вот то, что из прошлого вас волочит, как бы не то, что не влево, не вправо, не прямо, а назад, вот сюда, да, оно вас останавливает. По сути, я вижу человека, который долго не может сделать выбор и застрял в какой-то позиции на перекрестке. Вот такое у меня ощущение. Потому что крест это и есть перекресток, понимаете? В чем проблема? Это долго. И даже смотрите, вот если мы посмотрим на этот аркан звезда, да, вот если вы в него вглядитесь, вот он крест, видите, вот он крест. Да, он там сердце, да, то есть как будто бы у вас на судьбе какая-то печать, испытания какого-то постоянного, да, то есть вас судьба постоянно испытывает. Ну хорошо, вы сейчас, по сути, получается, стоите, перед выбором. Вам судьбу свою менять или не менять, или вот продолжать в том же духе, как говорится, да. Давайте смотреть. Давайте смотреть, что еще есть. Вы сейчас как будто, или это вас так потрясает этот расклад, да, испытываете некий такой шок, может быть, инсайт какой-то ловите, да, пробуждение. Может быть, что-то вас недавно потрясло, или вас уже трясет от того, что вы в этом кресте находитесь, да, в кресте испытаний.
в раскладе вообще женщина, скорее всего. Ну, если вы мужчина, то, может, вам вообще долго не везет с женщинами. Если у женщины, ну, здесь у женщины может быть любая ситуация жизненная, да, там, как в отношениях, так и, ну, вообще в жизни, в общем. Но какая это ситуация? Это ситуация постоянных испытаний, да, вы попадаете в какую-то канитель, да, вот канитель испытаний. Ну, окей, давайте дальше. Ну, и у вас вот, вы или вот только пережили какой-то удар потрясения, или вот оно вот-вот произойдет у вас. Видите, вот это настоящая точка, да? Или оно уже происходит. Ну, вот, только произошло, или вот-вот произойдет. Ну, будет какое-то у вас прозрение, какое-то молния. Ну вот видите, вот она и судьба ваша. То есть, по сути, смотрите, изначально я сказал, видите, вот эти две карты, они как бы связаны между собой. И в раскладе, да, вот эти две позиции, и так они между собой связаны. Так вот, я вам скажу следующее. На раскладе человек, который долго решает какую-то очень нелегкую, проблемную, судьбоносную задачу, и она долгая, и она связана с выбором, и она болезненная, вот сама по себе, да, то есть вас судьба бьет. И вы, по сути, как бы застряли в этой ситуации, и вам надо решать, вам идти дальше вообще или оставаться в этой точке. То есть человек, застрявший сейчас, вы именно застряли. Где вы здесь, да? Вы вот здесь, в этой точке, условно говоря. И то есть вам либо прямо в перспективу, либо налево в перспективу, либо направо в перспективу. Видите, вот если вы присмотритесь к этому архетипу, здесь этот перекресток, он как птица Феникс, да? Вот голова, да, по сути, тело, а здесь два крыла, а вот хвост. Так вот вам, ну, по сути, как бы лететь, видите, она даже полетела карта, вам лететь или не лететь в новую судьбу? Ну, давайте застряли в судьбе, бывает, да? В каком-то судьбоносном кресте, да. Но, как минимум, на судьбе у вас есть крест. Есть такое понятие, кстати, это даже больше цыганское понятие такое, да, вот на тебе, как вот когда цыганки гадают и говорят, ну, да на тебе там крест или два креста или три, но это проблемы, да, по сути. Кресты – это перекрестки, то есть кармические узлы, так называемые. Ну, давайте посмотрим. Первое. В чем суть вашего креста? Первое. Ну, как немножко посмотрим инсайты, да, такие. Суть вашего креста в прошлом, да, вот откуда тянутся. Это мы сейчас прошлое смотрим, что было, да. Суть вашего креста как минимум в отношениях, да, с мужчиной, женщиной, в налаживании отношений с родными, близкими, с родственниками и с детьми в том числе. Ну и суть вашего креста может быть в сердце, находится в душе, ну и в сердце как в органе, да, то есть может больное сердце там или какие-то проблемы с сердцем. Хорошо, а что давным-давно повлияло на вашу судьбу? Что давным-давно повлияло на вашу судьбу? Ну, давным-давно на вашу судьбу повлиял как минимум король. Это король бубновый у нас, кстати. Король бубновый, это может быть отец, ну, если взять из родственников, да. А вообще на вашу судьбу повлияли деньги, финансы, изобилие, да, вот достаток, да, богатство, вот такое. То есть на вашу судьбу влияет материальный мир. И мужчина. Если это ваш родственник, рыба – это родственники, кстати, тогда это отец. То есть тут прослеживаются родовые программы по линии отца. Кстати, король бубновый, дама бубновая, на секундочку. Окей? Окей. Хорошо. Какой выбор в прошлом повлиял уже на вашу судьбу? В прошлом выбор, который уже оказал влияние. Еще раз смотрим прошлое. Что вы уже успели выбрать, что повлияло на вашу судьбу? Вы успели выбрать либо мужа, либо жену, либо семью, в том числе, если даже вы не были замужем или женаты. То есть кармическая связь с вашей семьей, особенно с отцом, а это королева у нас, ну, это у нас дама червовая, по-моему, насколько я помню, аист. Так вот, то есть, по сути, вы выбрали какую-то семью. Может быть, партнера, партнершу. То есть, это уже повлияло на вашу судьбу. И даже если вы выбрали семью как ребенок, да, то это уже сформировало ваш крест. Вот это, да, то есть, услышали.
Хорошо, что в прошлом стало для вас очень сильным потрясением? Что в прошлом стало для вас очень сильным потрясением? Ну, вы или в горы ходили, но тут гора выпадает, да. Но и вас это, может быть, и потрясло, потому что горы – это всегда испытание. Но для вас потрясением было какая-то, скорее всего, путешествие или потеря какая-то, или, может быть, потрясение, что вы куда-то не успели. Потому что это препятствие, это, ну, то есть вы опаздываете здесь по этой карте, да. То есть, по сути, самым главным потрясением в вашей судьбе было опоздание, и это вас потрясло. Потеря, может быть, денег, может быть, для вас отец, потеря отца, может быть, потеря семьи. Вот такое вот потрясение. Ну и где-то какое-то испытание вы проходили. Может быть, путешествие, действительно, и в том числе и горное какое-то путешествие. Окей. Давайте посмотрим. В прошлом ваша судьба вообще, насколько, ну, как она к вам была благосклонна? Как благосклонна была к вам ваша судьба в прошлом, да? Ну, смотрите, я бы не сказал, что вас судьба прям обижала очень сильно. И очень большое влияние на вас влияет, оказывает все-таки еще и женщина по судьбе, и мужчина. Ну, я скажу так. Нельзя сказать, чтобы судьба у вас прямо... Ну, знаете, как есть такое еще понятие, как то, что я говорил, там, 3 креста на судьбе. Ну, вот... какая-то вот как проклятая судьба. Нет, не назовешь вас проклятым человеком. Но не без проблем. Да, вот горы у вас тут и молнии, да, то есть вас била судьба, но как бы давала вам такие вот испытания. Да, здесь прослеживается влияние и женщины, и мужчины, но это больше у ваших родственников, да, все-таки и крест, он обычно о узлах кармического характера. Ну, родовые программы тут уже смотрите по своей ситуации. Хорошо, давайте теперь посмотрим, что сейчас очень важно и что важное происходит в вашем сердце, в вашей душе. Что сейчас происходит в вашем сердце и вашей душе? Ну, во-первых, смотрите, вы все-таки ходите по замкнутому кругу. И это еще раз подтверждает то, что вы стоите на месте, особенно в отношениях. Да? То есть у вас в отношениях как бы замкнутый круг, и, может быть, вы на душе понимаете, что вы, ну, зациклились на чем-то. Может быть, вы ищете отношения, может быть, регулируете отношения, может быть, вы просто повторяете одни и те же ошибки. Кольцо. То есть в душе вы понимаете, что вы как бы зациклились или застряли в одном и том же месте, то, что я говорил. Хорошо. Что сейчас, прямо сейчас, да, влияет на ваше материальное положение, на ваш финансовый канал? Звезда и рыбы. Проверяем. Ну, я вам так скажу. Сова – это всегда образование, опыт, мудрость, да, вот какие-то, может быть, даже и внутренние ваши посылы, да, интуиция какая-то в том числе. Но я вам так скажу, сова – это образование. Поэтому на ваш финансовый канал прежде всего влияет то, как вы применяете свою интуицию на практике. Это раз. И как вы склонны к обучению. Да? Склонны ли вы к получению новой информации, освоению новой информации и применению ее на практике. Если склонны, ок, не склонны, ну шо, ну то не ок, да. Хорошо, давайте посмотрим дальше. Вот сейчас я вижу перекресток и семья. Какие перемены, ну или что происходит у вас в семье сейчас, да? Важное. Может быть, вы этого не замечаете, но оно происходит, да? Что сейчас происходит важного в вашей семье? Опять женщина выпадает. Ну, здесь такой как бы оракул, да. Здесь я специально не убирал 2 аркана женщины и 2 аркана мужчины. Ну, смотрите, в семье, особенно у женщины, есть 2 женщины, может быть такое. И на вашу семью прямо сейчас, и на судьбу вашей семьи влияет все-таки женщина. Поэтому я изначально предполагал, что
Здесь мужская родовая программа, но женская родовая программа здесь более ярко выражена. Но мужчина в том числе может влиять на вас и на то, что в вашей семье происходит. Поэтому так, максимальное влияние на вашу семью сейчас оказывает женщина, и особенно если их две, этих женщины. Потому что здесь прямо вы, скорее всего, ну, а это может быть либо ваша родственница, либо ваша соперница. Вот так. Тем не менее, и ваша семья, в принципе, да, вот смотрите, дама бубновая, дама червовая и женщина. Тут даже 3 женщины уже, да. Может быть мама, да, сестра и вы. Или мама, там, соперница и вы, и так далее. Ну и здесь мужчина, вот он рядышком. Поэтому, ну, такое, может быть, какой-то и треугольничек крутится у вас. Может быть, какая-то действительно родовая программа. Может, с родственниками что-то не можете решить. Может быть, не можете наладить связь с какими-то близкими людьми, с детьми и так далее, да. Потому что это может быть и ваша дочь, а это вы, да. Может быть, 2 дочери. Может быть, с мужем какие-то нюансы. То есть, вот что-то такое межличностное, да, идет. Хорошо. А какие препятствия вы проходите сейчас? И они для вас, ну, как бы важные, главные. Или вот они вот-вот на носу, эти препятствия у вас, на пороге. А проблемы вы решаете с очень близким, любимым человеком. Ну, даже если он там не настолько вами любим, но с каким-то очень хорошим другом. Очень близким, дорогим вам человеком. То есть у вас проблемы с близким, дорогим вам человеком. Это может быть и друзья, и братья, сестры, дети, муж, жена, то есть кто угодно. Но близкий вам как хороший друг. Собака – это всегда хороший друг, это преданный вам человек, и у него какие-то проблемы. Может быть, просто у него проблемы. У вас нет с ним проблем, а у него проблемы. Но то, что уже у него проблемы, это уже как бы и ваши проблемы, понимаете? Хорошо, а что, вот чего можно сейчас ожидать от судьбы этой женщине? Ну и мужчине тоже от судьбы чего ожидать, особенно если мужчина настроен на какую-то женщину, да? Чего ожидать от судьбы? А что-то должно закончиться. Смотрите, коса – это все-таки внезапные какие-то перемены всегда. Может и разорваться какая-то связь у вас, и разлука произойти, да, вот, ну, все что угодно, связанное с разрывом, поэтому будьте внимательны. Может быть разрыв и с другом каким-то, можете потерять общение, да, вот, с близким человеком. Но, смотрите, тут все-таки 2 женщины в разные стороны смотрят, 2 женщины могут поссориться. Поссориться могут, ну, как судьба в какую-то ситуацию предоставит. Мужчина здесь тоже есть, из-за мужчины могут поссориться. В семье может быть разрыв, ссора. Даже вплоть до утраты. Так что такое вот, знаете, как предостережение какое-то. Не хотите терять, ну, держите дружбу, да, вот. Будьте преданы друг другу. Ну, а если хотите терять, то настраивайтесь на то, что что-то должно, ну, как бы разорваться, разъединиться. Давайте посмотрим теперь в будущем. Давайте посмотрим, удастся ли вам выйти из вот этого вот креста, сбросить этот крест. Или что нужно сделать для того, чтобы это получилось, да, вот так. Ну, давайте так скажем. Удастся ли, особенно тут в отношениях, смотрите, вам выпадает король трефовый. Ну, если и удастся, то нелегко вам будет, с большим-большим трудом. Тут вот облака – это часто и трудности, в том числе и неопределенность, какое-то и сомнения какие-то, да, вот такое. Да, но вам нужно прилагать усилия. То есть крест у вас этот серьезный. Да, и особенно в отношениях. Смотрите, крест, сердце, да, кольцо и, ну, облака, да. То есть, ну вот, особенно у тех, у кого вот там венец безбрачия, например, да, или не везет с мужчинами, или не везет с женщинами, не везет в финансах, да, но тут больше в личной жизни не везет, чем в деньгах, да, хотя тут финансовый канал рядышком тоже. Ну или не хочется учиться, из-за этого вот проблемы с деньгами. Ну, смотрите, да, у вас получится в будущем, но опять-таки, если усилий прилагать не будете, то король трефовый, тучи вы сами, как бы, знаете, ну,
сами не разойдутся, как говорится. Хотя они сами расходятся на самом деле, но туча – это понимание, а вам вот как раз вот прояснение нужно, то есть понимание и разум, да, вот. Давайте так скажем, да, сможете, но это будет вам нелегко даваться. Дальше, давайте теперь следующую карту смотреть. В будущем сова, звезда и король бубновый или рыбы. Какую подсказку вам дает Вселенная на будущее? Мудрость. Вот мудрость Вселенной и интуиция, да, вот скрытая подсказка. То есть рыбы – это как, мы будем смотреть здесь рыб как что-то эзотерическое, да, а сову как мудрость, ну и мудрость Вселенной. Что вам хочет посоветовать судьба на будущее? Какой совет вам вот от этого расклада, да, на будущее? Ну, смотрите, будьте осторожны, возле вас может быть человек, который вас обманывает. И ну, кто это, тут уже смотрите из своего окружения. Ну и опять-таки и вам не нужно быть, знаете, таким простачком. Будьте хитры, умны, расчетливы и развивайте свой разум, да, то есть тренируйте свой ум, выходите на охоту и переставайте быть жертвой, да, вот такое есть. Есть такое понятие, как жертва, то есть вам быть жертвой не надо. Окей. В будущем все-таки наладится ли у вас личная жизнь? Давайте так, вот тут 2 женщины, 3 женщины, да, давайте так скажем. Сможет ли женщина наладить свою женскую родовую программу? Луна. Давайте так скажем. Да, но при одном условии, если вы будете убирать темные силы, которые могут быть связаны с вашей родовой программой по линии матери. Особенно если по линии матери были колдуны, колдовки и так далее. Да, вот такое вот почему-то идет. Ну и может быть какая-то магия на вас. Да, вот тут уже смотрите, особенно если вы были в конфликте с какой-то одной из 3 женщин, да, или из 2 женщин. Но тут 3 пути, значит, 3 женщины было. Что ждет в будущем вас с вашим другом, близким, вот этим, который вот здесь на этой карте, с вот этим близким другом, что вас ждет? Башня. Ну, тут, во-первых, вы сами знаете интуитивно, что вас ждет с этим другом, но может быть и разлука. По башне может быть и изоляция, но это важный ваш друг. Поэтому давайте так скажем, с вашим другом вас ждет все-таки изоляция больше. То есть вы будете разъединены с этим другом, с этим человеком. Сможете ли вы с ним наладить потом отношения с этим другом? Давайте уточним. Да, если сможете ему простить, и если очиститесь от скверны, вы, он, и может быть от какой-то магии. Видите, тут все-таки рядышком эта карта. Поэтому, да, вы с этим другом можете быть и ближе, если будете чисты душой, телом и энергетикой, да, вот как говорится. Ну, не под магией будете находиться. Хорошо, а что навсегда уходит из вашей жизни? Или что должно уйти? Навсегда уходит. А, видите, связи с прошлым уходят. Поэтому все-таки крест вы этот таки преодолеете, даже если вам будет тяжело. Связи с прошлым. Ну, давайте уточним, с чем именно, с какими связями, в связи с чем с прошлым, да. В связи с чем? А с тем человеком, который или навсегда уйдет из вашей жизни, или который уже навсегда ушел. Ну, особенно, если это кто-то из... Ну, все-таки больше родственников почему-то, да. То есть кто-то уйдет из вашей жизни, даже если он уже ушел. Если уже ушел, он уйдет уже. Энергетика вот эта, особенно если плохая была энергетика. А, и еще, кстати, из вашей жизни уйдет кладбищенская магия. Поэтому проверьтесь на наличие негатива по кладбищу. Если чувствуете, что на вас что-то есть кладбищенское, оно в будущем должно уйти. И оно у вас может быть из-за этого, вот этот крест у вас и есть.
Так что проверяйтесь обязательно. Ну, вы не просто так сюда пришли. Ну, вот гроб вот так вот с прошлым. Не просто так коса, гроб, да, вот есть какая-то энергетика мертвого человека, да, в фоне у вас. Я не говорю, что это там прямо вот, прям караул, да, но оно тут есть в фоне. Крестом начинается, и гроб почти в конце уже, да. А что приходит в вашу жизнь? А приходит букет, приходят отношения, жизнь налаживается, появляются новые знакомства, жизнь становится более красивой, яркой, насыщенной, радостной, да, более полной подарками, да. Ну, творческий ваш потенциал будет раскрываться, будут реализовываться ваши надежды, мечты. Вот такая хорошая очень карта. То есть открывается эта дама пик. То есть пиковая дама, ну, это как бы жизнь наполняется, да, насыщается. А чем сердце успокоится? А сердце успокоится встречей, поездкой, переездом, путешествием, новыми контактами, новым мужчиной, новой женщиной и новыми возможностями, хорошими новостями, освобождением от всего негатива, интересным визитом, и жизнь начнет бить ключом, и уже не по голове. Побачимось. Па-па.